Всем добрый день! Меня зовут Артем, вы на канале Коптим вместе. В этом видео я хочу вам рассказать, как я копчу грудинку горячим способом. У нас видео будет разбито на несколько этапов. Будет первый этап – засолка, мариновка. Второй этап – это будет просушка, вялка. Третий этап – соответственно, само копчение. И четвертый этап – дегустация. Ну что ж, приступим к первому этапу. Для посола грудинки по моему рецепту нам потребуется соль обычная, соль нитритная, лавровый лист, черный перец молотый, паприка красная, гвоздика, черный перец горошком, черный перец душистый. Непосредственно сама грудинка. Так, ну что, друзья, у меня, значит, 3 килограмма грудинки, поэтому умножаем все ингредиенты, которые изначально я перечислил в их пропорциях, на 3. Первым этапом добавим 30 грамм обычной соли. Далее нитритная соль, черный молотый перец. Далее добавляем паприку. Специи ядреные. Добавляем гвоздичку, черный душистый перец. Теперь нам следует тщательно перемешать все наши ингредиенты. Приступим непосредственно к мариновке, посолке нашего мяса. Я использую перчатки, но это по желанию. Обсыпаем весь кусок сверху. Далее мы тщательно втираем всю посолочную смесь в кусок мяса. Хочу обратить ваше внимание на то, что все места нужно тщательно обработать посолочной смесью, для того, чтобы оно тщательно промариновалось, просолилось. Вот такого плана у вас должен получиться кусок. Ты следующий. Посолочную смесь мы тщательно втерли и распределили среди нашего мяса. И остался маленький, финальный, но очень важный штрих. Ну что, друзья, мясо мы засолили. Теперь будем мариновать его в течение 4 суток. Хочу обратить внимание на один такой важный момент. Мясо каждый день, раз в сутки, мы должны будем достать, тщательно намять, иными словами, сделать массаж мясу и перевернуть его другой стороной. Для чего это делается? Для равномерного и полноценного просола мяса. Маринуйся тут. Ну что, друзья, прошли сутки. Теперь нам предстоит хорошенечко намять наше мясо. Мясу нужно сделать как минимум тайский массаж. Тщательно и с усилием наминаем наше мясо, для того, чтобы все специи, соль распределилась по всему куску. Для того, чтобы мясо полноценно просолилось, специи все, чтобы разошлись. 3-4 закончили. Так, ну что, намели один кусок, ну и теперь наминаем все остальные. Обращаю ваше внимание на то, что мясо нужно будет перевернуть.
В моем случае кожей вверх. Это занятие очень хорошо укрепляет руки. Советую. Так, ну что, намяли мы наше мясо как следует. Теперь убираем его в холодильник. И завтра повторим процесс заново. Я советую не лениться, а наминать мясо как следует, как можно дольше и тщательнее. Наступил 4-й день. Наше мясо полностью промариновалось, просолилось. Теперь достаем его из холодильника и будем промывать. А аромат-то какой! Хоть на стол подавай. Так, ну что, перекладываем наше мясо в мойку. Лавровый лист, черный перец с горошком и черный перец душистый советую убрать с мяса, потому что у вас в скором времени забьется мойка. Мясо нужно тщательно промыть, смыть всю лишнюю паприку, соль и специи. Ну что, промыли последний кусочек мяса. Теперь нужно как следует нанизать его на крючок. Как вы можете заметить, паприка дала нам желаемый цвет. Мясо окрасилось натуральным красителем. Будьте любезны, подайте, пожалуйста, 3 крючка. Премного благодарен. Шкура жесткая, поэтому я предварительно сделал небольшие надрезы. Так очень проще и удобней нанизывать мясо на крючок. Мясо одели на крючки. Теперь пришло время поместить его в сушильно-вялочную камеру на 10-12 часов. Для того, чтобы прореагировала нитритная соль, чтобы мясо отеплилось до комнатной температуры и немножечко подвялилось. Приступим. Так, ну что, друзья, мясо мы поместили в сушильно-вялочную камеру нашу, еще раз повторяюсь. И теперь следующим этапом у нас будет копчение. Поэтому смотрите до конца и не переключайтесь. Ну что, всем доброе утречко, у нас прошла ночь. И пора посмотреть, что у нас получилось, как мясо у нас подвялилось. Обращаю ваше внимание на то, что всего лишь за одну короткую ночь у нас появилось 3 ряда жердей. Мясо подвялилось так, как нужно. Соль нитритная прореагировала. Лишняя влага с мяса ушла. Поэтому мы снимаем с сушильно-вялочной камеры наше мясо и несем его в коптильню. Ну что, вот мы уже возле коптильни. Теперь включаем нашу коптильню. Еще раз повторюсь, коптить мы будем горячим способом. Первым начальным этапом у нас будет отепление мяса. Значит, отеплять мы будем его при температуре 50 градусов до достижения 30-35 градусов внутри самого толстого куска. Приступим. Задаем нам нужную температуру. Так, ну что, температуру выставили. Теперь помещаем наше мясо в коптильную камеру. Хочу обратить ваше внимание на то, что процесс отепления будет порядка часа 20. Мясо мы развесили, температуру выставили.
Теперь, значит, за показанием температуры внутри самого толстого куска мы будем следить с помощью термощупа. Так, ну что, закрываем нашу коптильную камеру и оставляем мясо прогреваться. Друзья, для чего мы настраиваем температуру 50 градусов и прогреваем мясо? Для того, чтобы оно внутри полностью прогрелось, чтобы не было потом сырых мест. При достижении 40 градусов внутри куска мы поднимаем температуру до 90 градусов и затем добавим в поддон крутого кипятка. Для чего это нужно? Для того, чтобы шкура была более мягкая. И уже доводим до готовности. Также запускаем дымогенератор и подаем дым в камеру. Так, прошло примерно час 40, час 45. Теперь открываем коптильню, посмотрим, какая температура в куске мяса. Так, ну что, на моем термометре я смотрю показания 38,5 градусов. По мне это вполне достаточно, 1,5 градуса это не критичная разница. Поэтому сейчас мы будем уже подавать дым в камеру и поднимать температуру до рабочей, то есть на 90 градусов. Температура выставлена. Теперь что? Загружаем щепу в дымогенератор, поджигаем и подаем дым. Начинаем именно процесс копчения. Так, ну что, засыпаем щепу в дымогенератор. И я хочу обратить ваше внимание на то, что я копчу на ольховой щепе. Меня она полностью устраивает. И иногда, по желанию, конечно, можно добавить грушевую щепу, яблоневую щепу. Но конкретно для приготовления грудинки горячим способом я использую только ольховую щепу. Как мы видим, заданную температуру мы достигли. Значит, при этой температуре мы будем коптить до достижения 69-70 градусов внутри куска. По времени порядка, я думаю, часа 20, и мы выйдем на нужную нам температуру. Но по факту будем проверять, открывать, смотреть. Так, ну что, вскипятил я водички, теперь наливаю ее в поддон. Для того, чтобы было испарение, так сказать, будем готовить на пару, чтобы шкура стала более мягкая. Обратите внимание, пошло уже испарение. Продолжаем коптить наше мясо. Прошло еще минут 40 с того момента, как я добавил кипяток в поддон. Сейчас откроем коптильню. Посмотрим, какая температура внутри куска. Хорошо дымим. Да, смотрите, мясо уже приобретает запеченный вид. Так, ну что, температура сейчас у нас 55 градусов внутри куска. Продолжаем коптить дальше. Так, ну что, прошло у нас еще час 40. Теперь я думаю, что мясо уже приготовилось. Посмотрим, что у нас получилось. Делаем контрольный замер температуры. Вперед! Хорошо дымит. Все, наше мясо полностью готово. Теперь мы его достаем с коптильного шкафа и оставляем остывать при комнатной температуре. После чего убираем его на ночь в холодильник. Ну и затем дегустация. Ну что, друзья, сняли мы мясо с коптильни. Вот что у нас получилось. Теперь еще раз повторюсь, даем ему остыть. Далее уберем в холодильник. И самый главный момент, дегустация наступит, конечно, только завтра. Так, ну что, друзья, наступило утро. Мясо мы достали из холодильника. Оно полностью, разумеется, остыло. Теперь делаем первый разрез и будем снимать пробу. Теперь настал момент попробовать наше творение.
Оно полностью приготовлено, оно полностью просолилось. Все специи распределились так, как надо по всему куску. Цвет, срез прекрасный и очень-очень сочное мясо. Так, ну что, друзья, вот и закончилась наша дегустация. Если же вам понравилось наше видео, наш рецепт, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Давайте дружить!